Всех приветствую и представляю вашему вниманию долгожданное обновление советника Martex. Мы сделали советник сразу в двух форматах. Для четвертого MetaTrader просто Martex и для пятого MetaTrader Martex MT5. Оба советника абсолютно идентичны, обладают одними и теми же возможностями, одними и теми же функциями. Но рассчитывать, что они покажут одинаковый результат в разных терминалах, не стоит. Здесь нужно учитывать и различия в работе терминалов, а также различия в торговых условиях брокера для разных терминалов. Ну, например, в частности, это может быть разный спред. Как вы уже, наверное, заметили, изменилось внешнее оформление советника. Появились новые горячие кнопки. Подведя курсор к этой кнопке, вы видите, для чего она предназначена. То есть закрыть все ордера на текущей валютной паре. Закрыть только убыточные ордера на текущей валютной паре. Закрыть все ордера с профитом на текущей валютной паре. И удалить стоп-лосс и тейк-профит со всех ордеров на текущей валютной паре. В информации, которая выведена на экран, вы можете видеть уровень свободной маржи и уровень просадки. По этим двум показателям вы можете контролировать риск работы советника. Также вы можете видеть здесь суммарное количество лотов одного направления и суммарное количество ордеров одного направления. Внизу вы видите надпись Sell M5. Это торговля без индикаторов, которая указывает направление, в каком направлении советник будет открывать очередной ордер. Если вы поднесете курсор к этой надписи, вы видите в контекстной подсказке надпись «Нормальный шаг». Давайте откроем меню советника, зайдем в раздел, в блок «Параметры Мартингейла», и мы можем видеть, что у советника есть параметр шаг между ордерами Мартингейла, который называется нормальный шаг. Есть также и динамический шаг, который умножает обычный нормальный шаг на коэффициент 1,5, допустим. Этот коэффициент вы по своему желанию можете изменить, как вы хотите. Давайте включим динамический шаг. Если после этого поднести курсор к этой надписи, вы видите, что в контекстной подсказке появилась надпись «Динамический шаг». Меню советника состоит из 8 блоков. Это первый блок «Общие настройки», где вы можете выбрать рабочий таймфрейм, направление торговли, только лонг или только шорт, или оба направления сразу. Магический номер устанавливается автоматически. Если вы хотите установить собственный номер, вы можете это сделать. Если вы хотите, чтобы советник следил за работой других позиций или других ордеров, вы можете поставить -1. Тогда советник будет работать со всеми позициями, со всеми ордерами, которые находятся на текущей валютной паре. Дальше в этом же блоке вы можете установить параметры Take Profit, стоп-лосса, включить безубыток. И также здесь есть новая функция виртуальный Take Profit. Можете ее включить. При любом изменении внешних параметров уровень Take Profit, виртуального Take Profit может измениться. Поэтому советник предупреждает, стоит ли изменять уровень Take Profit. Ну, поскольку у нас его нет, то мы нажимаем «Да». Вы можете его двигать в любом направлении, как вы хотите. Но единственное, что вы видите, что он возвращается на свое прежнее место. Это сделано для того, чтобы, если в ваше отсутствие советник откроет новый ордер, чтобы Take Profit автоматически перемещался. Если же вам этого не нужно, если вы сами можете следить и сами передвигать уровень виртуального Take Profit, тогда в настройках вам нужно отключить вот эту функцию, обновлять уровень Take Profit. Выключите ее. Ну вот он опять пишет, вы можете нажать «Нет», и тогда уровень Take Profit остается на прежнем уровне. Теперь мы можем его двигать. Вы можете двигать
виртуальный take profit, выше цены, ниже цены, ничего не происходит. Почему? Потому что есть убытки на счете. Убытки для данной конкретной валютной паре. Виртуальный take profit сработает только тогда, когда есть прибыль на этой валютной паре. Советник может работать без использования индикаторов. Вместе с тем, для фильтрации сигналов, для определения направления тренда, вы можете использовать настройки блока 5 автотренд. И здесь вы можете выбрать, какой индикатор вы будете использовать для фильтрации сигналов рынка. Это может быть одна скользящая, две скользящих. Вы можете выбрать период, по которому будет работать эта скользящая, где вы будете фильтровать сигналы рынка, а также установить те параметры, которые необходимы для этих скользящих. При этом вы видите, что надпись у нас красным цветом говорит о том, что должен быть открыт ордер на sell, но при этом советник ничего не открывает. Дело в том, что в советнике все торговые функции, в том числе открытие ордеров, осуществляются только после открытия нового бара. Мы сейчас должны дождаться закрытия, осталось несколько секунд, должны дождаться закрытия вот этого бара, после чего советник, проанализировав торговую ситуацию, выдаст результат. Стоит открывать ордер на sell или, возможно, стоит подождать. Давайте подождем, когда закроется этот бар. Ну и вот вы видите, что после того, как бар закрылся и открылся новый бар, советник открыл ордер на продажу. Советник работает без индикаторов, и основная его торговая стратегия заключается в оценке цены закрытия последнего бара относительно предыдущих баров. Если цена закрытия находится выше предыдущих баров, соответственно, это сигнал на покупку. Если ниже, сигнал на продажу. Если цена, как вы видите сейчас, в данный момент находится посередине, то советник не рекомендует открывать ордер. При этом автотренд советник использует только для открытия первого ордера. Для открытия ордеров Мартингейла автотренд не используется. Сделано это для того, что если бы мы использовали автотренд для открытия ордеров Мартингейла, наша бы торговля очень сильно затянулась. И мы бы очень долго ждали открытия очередного ордера Мартингейла. Поэтому автотренд используется только для определения направления при открытии первого ордера. Почему он в данном случае показывает вне рынка? Давайте посмотрим. Здесь вы видите, что хотя цена находится ниже скользящей средней, но вы видите, что формирование бара, видите, находится в промежутке между максимумом и минимумом предыдущей свечки, предыдущего бара. Поэтому пока у советника нет определенности, а вот сейчас, видимо, произошло, да, вы видите, что 14:00 произошло закрытие бара и 5-минутки, и 30-минутки. Ситуация обновилась, и советник, соответственно, выдал новый результат. Поскольку автотренд и рабочий таймфрейм направления сигналов не соответствуют, поэтому ордер не открыт. Продолжим знакомиться с другими функциями советника. И следующий блок у нас управление риском. Здесь вы можете установить ограничения по свободной марже. Если позиции не открыто, если ни одного ордера не открыто, то уровень маржи составляет 100%. Если уровень падает до установленного здесь значения 30%, советник прекратит открывать новые ордера. Вы можете здесь самостоятельно выбрать для себя тот уровень, который вам будет более комфортный, который, по вашему мнению, будет более безопасным. Следующая функция — это закрыть ордера при просадке 100%. Здесь вы сами также можете определить, какой уровень просадки вы можете для себя
здесь установить. Если эта функция вам не интересна, если вы не хотите за ней следить, то оставьте 100%. Фиксированный профит. Советник может работать по фиксированному профиту, то есть когда на текущей валютной паре будет соответствующий профит, но в данном случае здесь указано 10 долларов, советник закроет все ордера и остановит торговлю до следующего дня. Здесь закрыть посредством. Вы можете также активизировать эту функцию, и когда средства счета станут равны 2000 долларам, советник закроет все ордера, все позиции и остановит торговлю. Чтобы возобновить торговлю, необходимо будет переустановить советник. Ну, давайте посмотрим. Вот я установил эти параметры. Вы видите, что появилась надпись «Закрыть посредством» с указанием суммы, при которой советник закроет все позиции. А здесь справа появился уровень профита. При профите 10 долларов советник должен закрыть все позиции, но сейчас, видите, минус 1,7 долларов. Когда установлены два этих параметра, вместе они вряд ли сработают. Сработает то событие, которое случится первым. Если будет заработано 10 долларов, то советник выполнит этот приказ. Ну и вот, пока я хотел вам показать в тестере, как это работает. Здесь непосредственно в текущей ситуации советник выполнил план по фиксированному профиту и остановил торговлю. 10 долларов. Если мы посмотрим журнал, то в журнале мы видим, что ордера закрыты по фиксированному профиту. Но тем не менее покажу вам, как это работает в тестере. У нас здесь 1000 долларов. Для того, чтобы у нас фиксированный профит сработал, мы здесь увеличим take profit, скажем, до 34. И поставим фиксированный профит не 10 долларов, как по умолчанию, а поставим чуть больше, допустим, 30. Ну и вот вы видите, да, опять же, смотрим журнал, смотрим результат. Советник остановил торговлю до следующего дня. Вот начало следующего дня советник продолжил работать и уже выполняет план следующего дня, те же 30 долларов. Опять план выполнен. Еще раз. То есть вот еще один из способов, при котором вы можете зарабатывать. Вы можете выбрать для себя оптимальный размер фиксированного профита, не обязательно 30, в зависимости от вашего депозита, сколько позволяет ваш депозит. Ну, я думаю, на этом остановимся. Ну, вот график такой. И посмотрим, как работает закрыть посредством. Так, здесь мы вернем. Отключим риск, включим закрыть посредством. Депозит у нас 1000 долларов, поэтому установим, чтобы долго не ждать, допустим, 1200. Когда средства станут равны 1200, нужно будет остановить торговлю и закрыть все ордера.
И вот вы видите, да, появилось сообщение о том, что ордера закрыты при выполнении плана по средствам 1200 долларов. А теперь советник заблокировал торговлю, и он не будет работать, пока вы его не переустановите или не измените параметры «закрыть посредством». То есть, вот видите, он не совершает никаких действий, ждет, когда вы вмешаетесь в его торговлю. Если посмотреть журнал советника, то в журнале советника вы увидите соответствующую запись, что ордера закрыты по средствам. Следующий блок управления — это хеджирование. Хеджирование предназначено для того, чтобы защитить ваш депозит от потери, от слива. Хеджирование начнет работать только в трех случаях. Если убыток на текущей валютной паре составит, вот как здесь, 10 долларов. Вы можете установить здесь свою цифру. Второй случай, если свободная маржа опустится ниже установленного предельного значения, ну, как в нашем случае 30%. Если свободной маржи станет меньше 30%, советник автоматически начнет хеджировать убыточные позиции, войдет в замок. Третий случай, если уровень маржи, давайте в терминале посмотрим, если margin level, уровень маржи, станет ниже 103%. Тогда советник, чтобы вы не потеряли депозит, автоматически залокирует ваши позиции, то есть войдет в полный замок. Выйти из такого замка советнику будет сложно, но тем не менее у вас появится возможность предпринять какие-то действия, пополнить депозит или вручную выйти из этого замка. При хеджировании, когда советник вошел в замок, он может автоматически выйти из этого замка. Но только в том случае, если существует асимметрия между объемами противоположных позиций. Если объемы противоположных позиций равны, советнику будет сложно выйти из этой ситуации. И здесь потребуется помощь трейдера. Вы можете установить минимальный профит для выхода из замка, при каком уровне профита советник может разрешить эту ситуацию и выйти из замка. Здесь можно поставить 0 или 1/10, ну как хотите. Любую цифру здесь вы можете поставить, кроме минуса. Советник начинает хеджировать при установленном убытке 10 долларов с минимального объема. Но вы можете сразу здесь поставить приказ, сразу локировать позиции полным объемом. То есть это уже ваше решение. Советник настроен на то, чтобы начинать локирование, входить в замок с минимального объема. Посмотрим, как работает хеджирование в тестере. Так, нам нужно уменьшить наш депозит до 100, допустим. Убыток оставляем таким же 10 долларов. Минимальный профит тоже оставляем по умолчанию 1 доллар. После того, как советник открыл 4 ордера на покупку, цена продолжала двигаться вниз, появился убыток в размере 10 долларов, и советник решил захеджировать эту ситуацию и открыл ордер на sell объемом 1/100 лота. После того, как появился частичный замок, на графике отобразилась вот такая пунктирная линия, которая указывает уровень выхода из замка с минимальным профитом 1 доллар. Ну и вот цена развернулась снова вверх, все ордера на покупку закрыты, и закрыт был ордер на sell. Советник записал об этом в своем журнале, что выход из замка по верхнему уровню с профитом 1 доллар 36 центов. Смотрим дальше. Советник продолжил торговлю, поскольку депозит у него маленький.
и 10 долларов для него существенный убыток, он тут же снова захеджировался. И вот смотрите, дело в том, что у советника при хеджировании предусмотрен автоматический безубыток. Если вы не поставили ни трейлинг стоп, ни безубыток, советник сам устанавливает безубыток для хеджирующего ордера, то есть в данном случае для ордера на sell объемом 1/100 лота. В журнале вы можете увидеть запись, что автоматический безубыток стоп-лосс установлен. Сделано это для того, чтобы в случае изменения движения цены в обратном направлении не тащить за собой этот убыточный ордер. Если цена пойдет вниз, он так и останется, а если она пойдет вверх, он закроется по безубытку. Вот он закрылся по безубытку. При этом произошло новое хеджирование, поскольку убыток по-прежнему 10 долларов остается. Ну а теперь, видите, цена идет вверх. И вот здесь этот ордер на sell благополучно закрывается с помощью ордеров на покупку. Так, что мы видим? Мы видим, ну, здесь чуть-чуть не дотянуло в силу спреда и задержки при закрытии. Могут быть какие-то погрешности в пределах нескольких центов. Но тем не менее, прибыль какая-то есть, и советник ликвидировал замок. Теперь сделаем полный замок. Полный замок сразу покажу. То есть в данном случае советник открыл уже не 1/100 лота, захеджировал эту ситуацию, а открылся таким же объемом, как и ордера на покупку. Теперь ситуация остается замороженной, пока не сработает безубыток по хеджирующему ордеру. Вот видите, цена пошла вниз, включился безубыток, и теперь, если цена пойдет вверх, эта позиция будет закрыта. Вот она закрыта. Но поскольку убыток сохраняется, советник вновь захеджировался таким же объемом. Зачем это нужно? Для чего нужен полный замок? Тут все зависит от ситуации на рынке. Если у вас небольшой депозит и вы боитесь его потерять, то, возможно, это вариант для защиты вашего депозита. Но выход из замка с помощью советника при такой ситуации уже крайне сложен. Если вы не хотите, чтобы работал безубыток, установите свой безубыток со своими параметрами. Давайте посмотрим. Установить безубыток, скажем, чтобы он не работал. Мы можем установить какое-то предельное значение, допустим 54, вот так вот. И давайте посмотрим, что сейчас будет. То есть замок, но закрытия замка нет. То есть замок не закрывается. То есть замок не закрывается, и у вас есть время для того, чтобы принять какое-то решение, пополнить депозит или самостоятельно вручную выйти из этого замка с помощью инструментов трейлинг стопа или безубытка. Теперь посмотрим другую ситуацию. Для этого нам нужно будет уменьшить наш депозит до 20 долларов. Полный замок мы отключили. А здесь возникла такая ситуация, когда советник открыл 3 ордера на покупку и тут же захеджировался равным объемом. То есть вошел в полный замок. Почему? Давайте посмотрим в журнале, что он записал. А в журнале он записал, что
критический уровень margin level ниже 100%. И когда уровень восстановился и стал больше 100%, но не выше 103, советник открыл ордер аналогичным объему ордеров на покупку. То есть таким образом советник предпринял попытку, чтобы остановить потерю вашего депозита. Теперь ситуация может быть заморожена на какое-то время, и вы можете предпринять какие-то действия для того, чтобы либо пополнить депозит, либо вручную разрешить эту ситуацию. Аналогичная ситуация возникнет, если советник открывает очень много ордеров Мартингейла и свободная маржа падает ниже установленного предела. В этом случае советник также автоматически захеджирует позицию полным замком. Рассмотрим еще один блок. Это блок 4, параметры Мартингейла. Вы можете здесь отключить Мартингейл, и тогда советник не будет усреднять ордера, а будет работать только одним ордером. То есть будет работать как обычный советник. Здесь появится сообщение, что Мартингейл отключен. Вы можете здесь установить фиксированный объем для ордеров Мартингейла. Если стоит 0, то этот параметр здесь не работает. Например, если начальный объем, начальный лот у нас начинается с 1/100 лота, то для лотов Мартингейла мы можем установить параметр, допустим, 0,03. При этом вам нужно указать и количество, какое количество ордеров Мартингейла будут открываться с таким объемом. Параметр максимальное количество ордеров, открытых ордеров. Здесь вы можете установить ограничение. Ну, допустим, 8. То есть получится, что у нас открылся один ордер с объемом 1/100 лота, и 7 ордеров будет открыто объемом 0,03 лота. Ну, давайте посмотрим, как это работает в тестере. Так, вот у нас тестер, фиксированный лот 0,03, ограничение на количество 6 ордеров. Посмотрим. Ну вот, открыто 5 ордеров, и мы видим, что первый ордер был открыт объемом 1/100 лота, потом 0,03 и так далее. Ну и вот открылось суммарно 6 ордеров, и советник прекратил открывать новые ордера. Вот опять следующий случай. То же самое. То есть по 0,03 везде. То есть вот еще один вариант, как вы можете использовать Мартингейл в своей торговле. Я думаю, с этим понятно. Ну и вот такой график. Рассмотрим другие команды блока параметры Мартингейла. Множитель Мартингейла. Здесь вы можете его увеличивать или уменьшать. Если поставить единичку, то ордера усредняться не будут. Вы можете выбрать оптимальный для себя вариант. Можно поставить 2.0, если ваш депозит позволяет такой риск. Следующая команда — максимальное количество ордеров с установленным множителем. То есть до 8 ордера ордера будут открываться с усреднением и множителем, умноженным на 2. После 8 ордера множитель уменьшается, автоматически уменьшается до единички. И все ордера будут открываться таким же объемом, каким был открыт последний 8 ордер. Но чтобы это было понятно, давайте посмотрим это в тестере. Так, чтобы нам долго не ждать, мы здесь в тестере поставим, уменьшим количество ордеров с установленным множителем, допустим, до 5. Нам нужно дождаться длинной серии. Вот.
открыто 7 ордеров и можем проследить. Первые 5 ордеров были открыты с множителем, пропорционально увеличивались на множитель. А вот шестой ордер уже был открыт таким же объемом, как и предыдущий пятый. Седьмой ордер был открыт таким же объемом, как и шестой. То есть множитель перестал работать, он стал равен единичке. Вот уже видите 8 ордеров и опять же объем 8 сотых. Ну, тут видите, уже появился стоп-аут близко. Множитель, конечно, позволяет вам быстрее выйти из рынка с увеличением объема. Но с другой стороны, видите, это все риск. Ну а с остальными параметрами, я думаю, вы разберетесь уже самостоятельно. Здесь ничего сложного нет. Это шаг между ордерами Мартингейла, динамический степ разрешить или не использовать, множитель для динамического шага, максимальное количество возможных ордеров, максимальная сумма объемов лотов одного направления, блок автотренда, который мы уже тоже разбирали, трейлинг стоп. Здесь есть несколько вариантов трейлинг стопа. Работа по времени, работа в пятницу и работа по часам. Ну, давайте по часам. Устанавливаете время, то с 2 часов до 22 часов советник будет работать, после чего прекращает свою работу. Если вы установили время, то вот здесь на графике появится напоминающая надпись, с какого периода начинается работа и когда она заканчивается. Ну и остальные команды, я думаю, тоже вам понятны. Если у вас возникнут вопросы, вы можете посмотреть подробные инструкции на нашем сайте, подробное руководство к советнику. Здесь каждый раздел, каждая команда расписана. Вы можете подробно с этим ознакомиться. Есть на русском, есть на английском языке. А я на этом с вами прощаюсь. Желаю вам удачи, всего доброго, до свидания.